Мы сейчас с Вероникой в аэропорту, и мы уезжаем из Сицилии в Рим. Сейчас 6 утра, мы вообще никакие. Мы приехали в Катанию в 12 ночи, спали примерно час-полтора, и мы не знаем, как мы будем вообще ходить по Риму. Вот в таком состоянии я. Вот в таком состоянии Вероника. Я, в общем, подхожу в кафе, чтобы взять кофе, и я говорю, какой у вас кофе есть? И мне итальянка говорит, we have only normal coffee, other we don't have. И говорит, и показывает мне на эспрессо. Я такая, окей, normal coffee, then. Это так смешно, что для итальянцев это чисто эспрессо, и больше ничего. Всякие латте, капучино, это что-то супер дополнительное. Вот, это очень прикольно наблюдать. Из Катании были очень дешевые билеты в Рим, поэтому мы решили добавить его в наш маршрут. Именно в Риме наши пути с Вероникой разойдутся. Дальше я поеду одна. Сразу скажу, 2 дней в Риме безумно мало. Чтобы посмотреть город спокойно и без спешки, я бы закладывала минимум 3-4 дня. Мы были очень уставшие из-за недосыпа, и честно, это сильно повлияло на мое восприятие города. Пока я не могу сказать, что Рим для меня это что-то вау, но я точно дам ему еще один шанс. Поэтому не ждите от этого видео полного гайда по Риму. Это просто наш опыт и то, что мы успели увидеть за эти 2 дня. Обзор квартиры в Риме. Квартира Гуд находится в очень спокойном районе. Единственное, чего не хватило, это света. Квартира находится на таком цокольном нулевом этаже, и поэтому маловато солнечного света. После завтрака в типичном баре идем на экскурсию по Риму. Это Витериана, или Алтарь Отечества, одно из самых впечатляющих памятников Рима. Этот монумент посвящен объединению Италии и первому королю страны, Виктору Эммануилу II. А внутри находится могила неизвестного солдата. Он выглядит очень величественно и считается одним из символов современной Италии. Дальше мы пошли в церковь Сант-Иньяцио, одну из самых красивых барочных церквей Рима. Здесь находится знаменитый триумф святого Игнатия, грандиозная фреска на потолке с потрясающей иллюзией объема, из-за которого кажется, будто купол и небо уходят в бесконечность. Внутри церкви ходит охрана и просит выйти тех девушек, у которых открыты ноги и плечи. А это пантеон, один из самых древних и лучше всего сохранившихся памятников Древнего Рима. Ему почти 2000 лет. Мы внутрь пантеона не попали. Я была в шоке от количества туристов. Казалось, что людей больше уже просто не может быть. Из-за этого момента было очень сложно спокойно рассматривать Рим и по-настоящему прочувствовать его атмосферу. Мы находимся у знаменитого фонтана Треви, одного из самых красивых и известных фонтанов в мире. Его построили в XVIII веке. Главный герой — бог моря Нептун, окруженный тритонами и морскими конями. Каждый элемент фонтана дышит историей и мифами Древнего Рима. Фонтан Треви стоит на месте древнего римского акведука, который снабжал город водой еще с 1 века до нашей эры. Мы гуляем по Римскому форуму, историческому центру Древнего Рима. Название форум означало «рыночная площадь». Именно здесь когда-то кипела жизнь. Торговцы продавали товары, сенаторы обсуждали законы, а жители собирались на праздники. Сегодня от этих построек остались впечатляющие руины, но ощущение истории здесь очень сильное. Если честно, время вообще невозможно жарко. Сейчас 30 градусов. Все течет вообще абсолютно очень жесткая летняя погода. Вероника, какое у тебя первое впечатление о Риме? Интервью в своем блоге. Да. Первое. Мне очень нравится Рим. Здесь, конечно, очень много людей. Иногда это раздражает. И тебе не нравится, когда тебя все трогают нечаянно. Вот. Но в целом это очень красивый город. Здесь можно смотреть абсолютно на все. То есть каждый дом, каждая улица. Везде есть своя история. Не обязательно даже идти в какие-то очень популярные места, потому что история здесь везде. Мы идем по бесплатной зоне прямо к Колизею. Отдельно можно купить билет и погулять по платной части Римского форума с древними храмами и триумфальными арками. И вот он, символ Италии, символ Рима, Колизей. Этот амфитеатр начали строить в 1 веке нашей эры при императоре Веспасиане, а завершил строительство его сын Тит.
Когда-то Колизей вмещал до 50 тысяч зрителей. Здесь устраивали гладиаторские бои, театрализированные сражения и даже морские битвы. Амфитеатр специально затапливали водой для таких битв на воде. Интересно, что несмотря на почти 2000 лет, Колизей до сих пор поражает своим масштабом и инженерной точностью. Да простят меня итальянцы, но пока что мне не удалось восхититься их едой. Мне нравится итальянская кухня, я ее часто ем, но именно в Италии я ожидала чего-то вау. Но на самом деле обычная паста, обычные пиццы. В общем, Вероника уехала. Я продолжаю свой евротрип. И надо было выселиться из Airbnb, и дальше я иду жить в хостел. Потому что одной достаточно дорого снимать квартиру в Риме. Вот, поэтому я еду жить в хостел. И заселение только в 3 часа дня, поэтому мне нужно как-то убить время. Сейчас 10 часов утра. У меня куча грязной одежды, поэтому я иду в прачечную общественную, чтобы постирать свою одежду. Покажу вам цены. И тот самый момент, когда у тебя все грязное, и самое чистое, это красивое такое нарядное платье. И я в нем, потому что это самое чистое, и все остальное мне нужно постирать. Мне на самом деле очень нравится район, который мы сняли. До центра ехать 40 минут, но зато тут видно настоящая итальянская жизнь. Мы тут ходили в местный такой паб, местный кафетерий, смотрели, как эти итальянцы завтракают. И это все на самом деле было очень аутентично. И очень-очень спокойный район. У меня уже есть определенный опыт долгих путешествий, и могу сказать, что прачечная — это спасение бюджетного туриста. В Европе система прачечных очень развита, и сами местные часто ими пользуются. Один испанец сказал мне, что ему выгоднее стираться раз в неделю в прачечной, чем самим дома, из-за высоких цен на коммуналку. Вероника уехала, и теперь можно сходить в Макдональдс. А вот это все мне стоило 8,80. Здесь чизбургер, кока-кола и зеленый салат. Тут еще должны быть помидорки. Сразу скажу, что в последующем я пожалела, что пошла в хостел, чтобы сэкономить 50 евро. День получился тяжелым. Транспорт сломался, вещи были тяжелые, я долго добиралась до хостела и сразу же уснула от усталости. В итоге второй день в Риме я гуляла только вечером. Наверное, стоило бы переплатить и остаться в квартире. Тогда бы был полный день на прогулке и больше сил. Проезд в метро в Риме стоит 1,5 евро. Я купила какой-то проездной, какой уже не помню. Я решила не тратить время на музеи и поехала смотреть на известную испанскую лестницу. Испанскую лестницу построили в XVIII веке, чтобы соединить площадь Испании с церковью Тринита-де-Монти, что находится на вершине. Лестница насчитывает 135 ступеней. Здесь приятно посидеть, если не брать в расчет количество туристов. Здесь снимались такие фильмы, как «Римские каникулы» и «Талантливый мистер Риппи». После я решила побродить по центральным улочкам, съела джелато и пошла в парк Вилла Боргезе. Здесь тихо и зелено, среди деревьев спрятано искусственное озеро, а на маленьком островке посреди него стоит живописный храм. Я все это красиво подсняла, но парк оказался не таким ухоженным, как ожидалось. В озере плавали черепахи, и мне было их очень жалко, ведь вода была очень грязной. Если вы в Риме всего на пару дней, Вилла Боргезе — это не самое обязательное место для посещения. Хотя для спокойной прогулки здесь есть что-то приятное. Сейчас 4 утра, я иду на автобус в аэропорт. И сейчас мы выдвигаемся в Барселону. Как-то очень сложно себя собрать, если честно. На улице никого нет. Надеюсь, все будет хорошо.
Не знаю, как для вас, но для меня дорога в аэропорт — это всегда что-то сакральное и особенное. И это чувство усиливается вдвойне, когда ты в чужой стране едешь в аэропорт, чтобы отправиться в новое направление. В этот момент ты незнакомец со своей историей, со своей особенной историей. Без аэропортного завтрака никак не обойтись. Это плюс вайп. Обязательно повышайте себе настроение перед вылетом. Ну что, до встречи в Барселоне?